Приветствую! В этом видео я расскажу основы рана Max Payne категории No Major Glitches, такие как Movement и основные механики. Прежде чем мы начнем, обязательно посмотрите видео из плейлиста, касающиеся настройки и основного софта, который здесь используется. Это видео я делал для категории Any%, но оно актуально также и для категории No Major Glitches, просто фильтруйте всю инфу, где я говорю про гличи. То есть в том видео вы найдете информацию про то, как лочить FPS, как менять FPS, как репетить кнопки и так далее. Значит, версия игры может быть любая, озвучка, в принципе, тоже может быть любая. Если в Any% крайне рекомендуется использовать английскую озвучку, здесь вы можете использовать любую, потому что в игре буквально пара моментов, где нужно будет ориентироваться по voice-лайнам. Значит, насчет FPS. В отличие от категории Any%, нам здесь понадобится не 4 хоткея на FPS, а 5. Для этого вам нужно будет скачать не обычный плагин Hotkey Handler TLL, а вот этот вот расширенный. Соответственно, как мы его настроим? Вот тоже заходим в плагины, выбираем этот хоткей, точнее этот плагин, и вот здесь, соответственно, нам нужно будет Unlim FPS для скольжения быстрого вниз по лестницам, 20 FPS для более высоких прыжков, 30 FPS для кошмаров и также там некоторых моментов. 100 FPS будет использоваться практически во всех остальных местах, то есть это перестрелки. И 10 FPS хоткей используется один раз за игру. Э, Ну, когда мы дойдем до этого, то сами все поймете. Единственное, что вот для того, чтобы работал вот этот плагин на более чем 4 хоткея, вам требуется будет скачать новую версию ReviTuner, то есть самую последнюю. Если вы попробуете установить этот плагин на более старую версию ReviTuner, то он у вас может крашиться. И также вот почему-то в новой версии ReviTuner у меня иногда бывает так, что запускаешь игру и не показывается счетчик FPS. То есть нужно будет настроить вот этот вот хоткей для того, чтобы можно было переключать показ видимости счетчика FPS. Ну, либо вы также можете использовать какой-то другой сторонний счетчик FPS. Еще, вот я упомянул, что требуется Unlim FPS, то есть неограниченный FPS для скольжения вниз по лестницам. Бывает так, что FPS может быть недостаточно, вообще желательно иметь где-то там 500 плюс на лестницах, чтобы побыстрее скользить. Если у вас FPS мало, допустим 200, где эффект скольжения незначительный, то вы можете попробовать поменять разрешение игры в лаунчере. То есть, допустим, не 1920 на 1080, а 1366 на 768, и у вас будет прибавка где-то в 200 FPS. Ну, например, вот у меня так на моей 3050 Ti. 200 FPS прибавка. Так, что еще? Давайте быстренько по настройкам игры. В принципе, в том видео из плейлиста все написано. Единственное, что в категории Any% я, кажется, рекомендовал включить настройку Enable Auto Aim. Здесь в категории No Major Glitches я крайне рекомендую ее наоборот выключить, потому что это будет вам мешать ставить хедшоты. Это категория про то, как быстро вы и эффективно справляетесь с противником, то есть как хорошо вы ведете перестрелки. Здесь очень важны хедшоты, и вот эта настройка будет мешать. Также в настройках управления, я конкретно этим не пользуюсь, но вы можете попробовать сделать себе такой гомеопатический таймсейв, забиндить кнопку Use на колесо мыши. Но это делается не в настройках игры, не вот в этом окне. Это делается в стороннем софте, например, Xmouse, про который я также рассказывал в другом видео. То есть биндите на какую-нибудь кнопку и, соответственно, бинд колеса мыши тоже на эту кнопку. Если вы просто вот в этом окне пытаетесь забить на колесо, у вас не будет работать Use. Так, вроде бы это все. Давайте теперь перейдем к мувменту. Мувмент в игре довольно простой. Самый быстрый мувмент — это диагональный стрейф. То есть вот такой. Как вы можете видеть, скорость показывается вот на кнопку F11. В режиме Developer Keys скорость 5.25, если мы бежим просто прямо, скорость 5.30, то есть чуть быстрее, если мы бежим на диагональном стрейфе. Боковой стрейф такой же по скорости, как фронтальный бег. Пятиться назад самое медленное. Вот. Также прыжки. Прыжки являются медленным способом передвижения, поэтому просто так прыгать не стоит.
Есть еще такой момент, как соскальзывание с объектов. То есть вы можете напрыгивать на объекты и соскальзывать с них. Макс при этом получает дополнительное ускорение, однако за счет того, что мы тратим некоторое время на прыжок, на приземление, это все не является быстрее, чем просто диагональный стрейф. То есть напрыгивать на объекты и соскальзывать с них имеет смысл только в том случае, если они находятся прямо на вашем пути, и вам нужно как-то вот далеко огибать их, чтобы их обойти. То есть просто так тоже напрыгивать и соскальзывать нет смысла. Раньше, кстати, думали по-другому и наоборот старались так вот напрыгивать на все подряд и соскальзывать, но при более подробном тесте выяснилось, что это не так. То есть самый оптимальный мувмент это все еще диагональный стрейф. Есть еще в игре такой вид мувмента, как кувырки, то есть если я зажму кнопку бокового стрейфа, например, влево или вправо, и нажму кнопку прыжка, то у меня Макс вместо прыжка сделает кувырок. Также в игре есть некоторое оружие, в руках с которым Макс может делать кувырки вот такие фронтальные. Это бита, труба, граната, молотов и снайперка. Кувырки сами по себе являются медленным способом передвижения, поскольку вы можете видеть, что множитель time, вот здесь слева, он уменьшается на 50%, то есть игра замедляется в 2 раза. Поэтому кувыркаться просто так не стоит. И это следует иметь в виду, например, когда вы сопровождаете каких-то NPC, то есть не следует кувыркаться просто так по приколу, и не следует кувыркаться, когда вы ждете какой-то таймер внутри игровой. Вы просто будете замедлять этим себе игру. Так. Ну единственное, что кувырки являются быстрым способом передвижения в кошмарах и в категории Нью-Йоркская минута, которую все равно никто не ранит. Но об этом позже. Еще, если вы играли в эту игру, то вы наверняка знаете, что есть вот такая анимация прыжка в замедлении. Называется это Shoot Dodge, но мы в ране этим пользоваться не будем, потому что это все очень медленно. Единственная, может быть, польза, которую можно получить от этой анимации, это если вам, например, кинули под ноги гранату, вы понимаете, что у вас нет времени куда-то отойти, вы можете сделать Shoot Dodge, потому что Макс не умрет, пока он в этой анимации, но у вас отнимется все хп. Еще в теории Shoot Dodge может быть полезен для того, чтобы преодолевать некоторые расстояния при входе в триггер кат-сцены. Типа вот как-то так, то есть использовать его вместо кувырка. Однако проблема в том, что Shoot Dodge замедляет игру на 80%, а кувырок только на 50%. Поэтому если, например, вы сделали Shoot Dodge слишком рано, видите, вы теряете время, потому что, то есть цена ошибки выше, потому что вы замедляете игру сильнее. Поэтому в Full Game Run'ах я бы рекомендовал все-таки использовать кувырки. Дальше. Есть несколько моментов в игре, где нам понадобится большая высота обычного прыжка. Высота прыжка зависит от FPS. Ну, на самом деле FPS влияет на гравитацию. То есть чем выше FPS, тем сильнее гравитация. Тем, например, выше урон от падения вы получаете. То есть вот на Unlim FPS будет самая низкая высота, на 20 FPS и там на 10 FPS будет самая большая высота прыжка. Мы будем этим пользоваться. Ну вот просто вот в качестве демонстрации, видите, вот я сейчас на Unlim FPS где-то 200 плюс не могу запрыгнуть. Стоит мне включить 20 FPS, я с первой попытки же запрыгиваю. Также есть такой момент, как прыжки диагональные, прыжки фронтальные и прыжок с дожиманием стрейфа в воздухе. То есть вот, если вы просто нажмете кнопку прыжка, Макс сделает вертикальный прыжок, и, например, вы сможете также зажать кнопку вперед в вертикальном прыжке, он у вас чуть-чуть вперед продвинется. Прыжок фронтальный, соответственно, он проходит гораздо большую дистанцию в этом прыжке. Ну, прыжок диагональный, понятно. И максимальная высота достигается в прыжке фронтальном с дожиманием стрейфа в воздухе. То есть я вот прыгнул вперед и дожимаю также стрейф влево или вправо. Насчет анимации тяжелого падения. Макс проигрывает эту анимацию каждый раз, когда он прыгает или падает с какой-то высоты чуть выше, чем высота вот обычного прыжка. То есть вот здесь я еще не ловлю эту анимацию, но если я вот на самый верх этой штуки встану, то Макс уже ловит эту анимацию. То есть вот примерно вот такая высота должна быть. Еще момент, касающийся мувмента по лестницам и наклонным плоскостям. Дело в том, что FPS также влияет на то, как быстро вы скользите вниз по лестницам. То есть на Unlim FPS, чем выше FPS, тем быстрее вы слайдите вниз по лестницам.
и по вот таким вот наклонным плоскостям. Это тоже некоторый таймсейв, который накапливается всю игру. Когда мы поднимаемся, наоборот, по лестницам, то есть некоторые лестницы, которые не особо крутые, на которых лучше бы не хопить. То есть вот так вот прыгать. Но это зависит, опять же, от крутизны лестницы. Давайте я покажу, например, вот здесь. Вот здесь на Рагнароке у нас очень крутая лестница. И на каком бы FPS я не прыгал по лестнице, Макс у меня будет ловить вот эту вот длинную анимацию вскарабкивания. Видите, вот. То есть это, наоборот, будет замедлять меня. Единственный вариант — это прыгать с самых последних ступенек, где он уже полностью, значит, ну, то есть полностью преодолеет лестницу. Это будет чуть быстрее. Несколько слов о том, как вообще вести перестрелки в этой игре и не умирать. Здесь довольно простая механика, как ведут себя противники. Вы можете прямо вот на этих врагах наблюдать. Суть в том, что они свой прицел постоянно доводят в сторону Макса. То есть их прицел следует за вами во время вашего движения. Таким образом, пока вы находитесь в движении, они по вам попасть не могут. Я могу так хоть весь день вокруг них танцевать, они по мне не попадут. Но что делать, если, допустим, мне нужно пересечь их линию огня? В этом случае мне помогают кувырки. Кувырки, несмотря на то, что они чуть-чуть замедляют вас, но во время кувырков включается определенное окно фреймов, во время которых у вас как бы фреймы неуязвимости к пулям. То есть пули будут пролетать сквозь Макса, и враги не смогут по вам попасть. То есть вот кувырки, а также Bullet Time являются двумя такими вот фишками этой категории, которые вы можете использовать для того, чтобы меньше умирать. Ну, конечно, использовать Bullet Time — это тоже таймлуз, потому что Bullet Time замедляет игру аж на 80%, поэтому чем меньше вы его используете, тем лучше. Однако в некоторых местах Bullet Time все-таки нужно будет использовать для выполнения некоторых скипов, но это подробнее будет, когда уже дойдем до них. А я в своем гайде буду рассказывать про раут с минимальным использованием Bullet Time, но вы всегда можете иметь в виду, что если вы в каком-то месте вам тяжело, вы плохо справляетесь, то можно использовать Bullet Time. Также в своем гайде я буду рассказывать про раут, где мы скипаем максимально возможное количество врагов, то есть если врага можно не убить, то мы его не убиваем. Однако если вам тяжело скипнуть большое количество врагов, потому что бывают враги, которые вас преследуют, и если вы не слишком быстрые, то они вас могут догнать и доставить вам проблем. В этом случае, конечно, рекомендуется потратить небольшое количество времени для того, чтобы убить какого-то врага, который вам мешает. И уже потом, естественно, вы будете набираться опыта и, соответственно, сможете скипать больше врагов и меньше юзать bullet time, меньше юзать кувырки. Также важный момент, касающийся ведения перестрелок, это быстрая перезарядка. В некоторых случаях вам нужно будет убивать врагов прямо на ходу, и если у вас не будет хватать патронов, то есть такой момент, как перезарядка путем смены оружия. То есть вот я сейчас сменил оружие, и у меня оно полностью перезаряженное. И также можете вы пользоваться хоткеем на лучшее оружие, то есть сменить какое-нибудь оружие и сразу же нажать хоткей на лучшее оружие, и он у вас мгновенно выберет его снова, то есть вам не придется второй раз открывать интерфейс выбора оружия. Собственно, список лучшего оружия, его приоритет забит в файлах игры. Лучшее оружие в игре считается Джекхаммер, который собирается на уровне 3-4, как раз вот этот уровень на парковке. До него лучшим оружием является Кольт Команда, потом, значит, двойные инграмы, одинарный инграм, и в начале это, как правило, дробовик. Еще важный момент, касающийся квиксейвов в игре. Обратите, пожалуйста, внимание, что в игре есть два слота для квиксейвов. Бывают такие ситуации, когда раннеры сейвятся неудачно, например, прямо перед смертью. И то есть вот они грузят сейф и попадают в дезлуп. Что в этом случае делать? Мы выходим в меню и грузим предыдущий сейф. Также одна из важных механик, которые будут использоваться на протяжении рана в некоторых местах, это абуз вижена противников. Что имеется в виду? Вот, если вы играли в эту игру казуально, то вы знаете, что вот здесь, на этом уровне, в самом начале, есть гранатометчики, которые стреляют по максу и могут доставить проблем. Но я вот сейчас вышел на них, то есть они находятся прямо передо мной, но я смотрю в пол, и они меня не видят, то есть происходит абуз их вижена. Если я сейчас посмотрю вверх, видите, они сразу же начинают стрелять.
То есть смотреть в пол иногда помогает. Я буду в конкретных местах об этом рассказывать, где это может быть полезно. Однако следует иметь в виду, что если вы, допустим, засейвились где-то, вышли, да, у вас то есть произошел абуз вижена, враги по вам не стреляют, но вы случайно, допустим, подняли на них камеру, и они вас уже увидели. Если вы загрузитесь, то есть вероятность того, что они уже снова, значит, будут активны. То есть вот сейчас я, например, смотрел в пол, но после сейфлода они все равно меня заметили. Еще важный момент, касающийся случайного использования гличей в этом районе. То есть категория No Major Glitches подразумевает, что вы не можете делать, например, суперджамп. Суперджампы можно делать случайно, сами того не желая. И более того, их даже можно делать на одном FPS, то есть, допустим, там на 30 FPS или на 100. Правда, конечно, вероятность этого будет низкая, но все равно это можно делать. Если вдруг вы сделали случайный суперджамп, не подозревая об этом, это не означает, что ваш ран сразу же стал нелегитимным. Если вы, допустим, сделали сейф недавно, вы можете загрузить сейф. То есть правило подразумевает, что то есть вы можете как-то избежать ситуации, в которой ваш ран становится нелегитимен. Либо если вы сделали случайно суперджамп, то просто можете отойти назад, да, с той позиции, с которой вы сделали суперджамп. И как бы все сделают вид, что будто бы ничего не было. То есть вот так это работает. То же самое касается скипа комиксов. То есть в игре есть такой глич, как скип комикса. Если вы одновременно нажмете кнопку взаимодействия и Escape, у вас может скипнуться полностью окно комикса. То есть вот видите, да? То есть вот этого окна полностью нет. Такое тоже может происходить случайно. Но в этом случае, я думаю, даже, наверное, не обязательно грузить сейф, просто продолжайте. Там уже дальше добазаритесь как-нибудь с модераторами. Потому что, если вы, допустим, где-нибудь здесь случайно сделали скип комикса, то, вряд ли вам посчитают ран нелегитимным просто из-за того, что вы там секунду скипнули этим скипом комикса. На этом у меня все. В следующем видео мы рассмотрим необходимые софты и настройки игры. И после этого уже приступим к рассмотрению каждого уровня по отдельности, начиная с дома Пейна.